Так, всем добрый вечер. Если у вас вечер, если день, то добрый день, если ночь, то доброй ночи. Так. Единственный косяк, то, что я в светлой одежде вышел в эфир, потому что белые буквы на белой футболке плохо читаются. Хоть так сиди. Так, вот так буду сидеть. Опустил, поднял, так лучше. Так, готов поотвечать на ваши вопросы. Муж бьет девочек. Как поступить? Разговоры не помогают. Ну, то, что у вас муж немножко странный, это мягко сказано. Хотелось бы, чтобы его тоже били на работе, руководители, налоговая инспекция. ГИБДД его отхерячило за малейшее нарушение. Вот. Если говорить прямо, то он глупый человек. И, конечно, ему необходимо обратиться к хорошему специалисту, к психотерапевту, а может быть даже к психиатру. Потому что он сломает жизнь своим детям, они его возненавидят, и когда у него будут отваливаться яйца на старости лет, или он там заболеет, не дай бог, онкологией, они пошлют его нахер. И он будет им кричать: «Я ваш папа». Так, муж ежедневно гуляет один, то до утра, то с ночевкой. После последнего раза и моих претензий ушел жить к другу. Считает себя правым. Что делать? Еще один представитель приматов. Я, к большому сожалению, вынужден признать тот факт, что современное общество, я сейчас говорю про женщин в том числе, деградирует. Малообразованные, интеллектуально неразвитые, с ограниченным развитием нейронной шкалы, нейронной сети. И на основании вот этой недоразвитости своей пытаются как-то самоопределиться в жизни. Создают семьи, рожают детей, не умеют разговаривать элементарно даже со своими близкими, доносить мысли, не читают никаких книг. Я уже молчу про саморазвитие в какой-либо сфере жизни. Вы с этими людьми почему-то связываете свою жизнь, рожаете от них детей. Вы, мужчины, с такими женщинами тоже создаете семьи. Ведь когда мы встречаемся друг с другом, изначально мы презентуем себя. И невозможно скрыть тех проявлений деструктивных, которые вы обнаруживаете уже в будущем, общаясь друг с другом. Почему мы их не замечаем? Потому что часто погружаемся в состояние влюбленности, эйфории, сексуальной энергии. У нас сносит крышу. А почему мы так привязываемся к людям? И вместо того, чтобы разглядеть в них их недостатки, недостойное поведение в самом начале отношений, проблемы с самооценкой, не верим в себя, невротическая предрасположенность, сложное детство. Представляете? И в конечном итоге оказываемся вот в таких ситуациях. Гуляет муж, считает, что он прав. И проблема в этом, знаете, какая существует? Наблюдается и прослеживается. Проблема в том, что дебилу не объяснишь, что он дебил, он не поймет этого. Он не осознает этого никогда. Он не способен переработать эту информацию. И как вот женщине с ним договориться? Никак. В этом случае, простите, пожалуйста, в этом случае женщине необходимо прислушиваться к себе. То есть к своим ценностям, к своей витальности, к своей аутентичности, к своему запросу на жизнь. И здесь, конечно, возникают сложности, очень простые. Она не способна этого сделать по одной простой причине. Она не знает, кто она, раз. Она, Александр, приветствую тебя, дорогой. Она не знает, кто она, раз. Она не способна соприкоснуться со своим истинным «я», два.
И мужчины такие же. Не знают, кто они, не могут себя обнаружить. Пытаются найти себе место исключительно во внешней опоре, примыкают там непонятно кому, каким компаниям. И в конечном итоге остаются на месте, никуда не двигаются. Так вот, когда человек уходит в истинные отношения с собой, подобных вопросов не возникает. Мой муж гуляет. У женщины со здоровой самооценкой гулящий муж идет в эротическое путешествие, которое состоит из 3 букв. И больше никогда ее не беспокоит. Женщина, которая не уверена в себе, не способная контактировать со своим истинным «я», будет что делать? Будет находиться в отношениях, где ей плохо. Да, я не исключаю вероятности того, что, возможно, сама женщина ведет себя так, что к ней не хочется идти. И такое может быть. Поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, не шаблонно. Да, есть шаблонные методы психотерапии, которые организовывают такую социальную группу, маленькую, большую, неважно. Есть индивидуальные. Вот в данном случае нужно разобраться. То есть, если вы, например, при абсолютно зрелой коммуникации с мужчиной сталкиваетесь с подобным, проблема, безусловно, уже там в нем. Если же все-таки его нежелание идти домой, где-то он там гуляет, к другу переезжает, каким-то образом связано с вами, нужно проблему решать уже совместно. Поэтому здесь давать каких-то таких вот рекомендаций не получится. 2 года назад был только секс с мужчиной в течение 3 месяцев. Разошлись по причине, что я захотела больше. Сегодня он мне звонит, пишет, говорит, жалеет. Наблюдать, я боюсь на грабли наступить. Вот если вы боитесь наступить на грабли, нужно не наблюдать, а взаимодействовать. Взаимодействовать — это значит смотреть на конкретные действия, на конкретные поступки, но не с позиции «давай, докажи мне, что ты исправился», а с позиции, что мы с тобой должны вместе взаимодействовать, как зрелые личности. Что изменилось в тебе за последнее время? То есть, к чему ты хочешь прийти? Попробовать вновь отношения? Зачем их пробовать? Ты все обо мне знаешь. Создавать семью, создавать союз семейный? Давай обсуждать тоже. Как ты это видишь? Как ты видишь финансовую составляющую? Как ты видишь рождение детей? Как ты видишь устроение быта? Как ты видишь взаимодействие с родственниками? Как ты видишь ответственность финансовую? Это все абсолютная норма. Это ненормально для тупых людей. Вот не обижайтесь на меня. Вот когда люди идут в отношения, не обсудив ничего, это то же самое, что предприниматель решил создать бизнес, не обсудив условий со своим партнером. И где-то там потом они уже, значит, когда запустили бизнес, начинают делить доходы, ответственность. А когда 2 человека друг другу это все объясняют изначально, договариваются, они понимают, как двигаться вперед. Безусловно, не исключен вариант лжи и лицемерия. То есть можно задавать, например, такой тонус отношениям, что одному из партнеров может показаться, что там все будет хорошо. А это просто ляпается от балды. Но на самом деле, по факту, там в отношениях это не будет применяться. Поэтому торопиться никуда не нужно. Постарайтесь медленно, постепенно входить вновь в эти отношения, если вы этого хотите. Если не хотите, то не надо. Буржан, приветствую вас. Здравствуйте. Как уйти от абьюза? Есть ребенок, сейчас в декрете, идти некуда. Смотрите, я понимаю, что наша психика устроена удивительным образом, уникальным. В любых действиях мы выбираем самые наименее энергозатратные действия, то есть бездействие. Когда вы задаетесь вопросом, как уйти от абьюзера, вы находите массу виртуальных костылей, на которые можно опереться и не пойти в ответственность за собственную жизнь. Ребенок, некуда идти, у меня нет денег, что скажут люди и многое-многое другое. Эти костыли индивидуальны у каждого человека. И, безусловно, женщина в таком состоянии, в таких отношениях может зависнуть на всю свою жизнь. Поэтому это очень важно.
И что нужно делать женщине? Безусловно, нужно пойти в обнаружение, формирование внутренней опоры в себе. Потому что без внутренней опоры женщина не может опираться на свои волевые качества и что-либо менять в жизни. Это раз. Ей необходимо приводить в порядок свою базовую безопасность, которая утрачена в отношениях с абьюзером, это 100%. Нужно приводить в порядок свою самооценку, свою сексуальность. Но самое важное и ключевое, это нужно идти в работу с позиции жертвы, с ролевой установкой жертвы. Поэтому было бы очень разумно с вашей стороны, если вы не способны пока предпринимать каких-то физических действий, то есть собрать чемоданы и уйти куда-то, хотя бы пойти в осознание процессов. Каких процессов? Как вы стали жертвой? Каков сценарий жизни жертвы? Как он может видоизменяться? Какие есть опасные переходы? Как выбраться из позиции жертвы? Как сформировать эту опору? Вообще, из чего состоят абьюзивные поведения, отношения? Как вновь не вляпаться в новые абьюзивные отношения, либо наоборот не стать абьюзером самой? Потому что многие женщины, у которых есть большой опыт абьюзивных отношений, где они были жертвами, очень часто сами превращаются в абьюзеров, то есть таких агрессоров. И ни там, ни там не хорошо. Ни там, ни там не хорошо. Плюс я часто говорю еще о том, что у многих женщин-жертв присутствует определенная биохимическая зависимость гормональная. Им уже становится выгодно страдать. Вот у меня в понедельник следующий, 18 июля получается, стартует бесплатная программа, 5-дневная, диагностическая. И на первой неделе, то есть в первый день, в понедельник, 18 числа, я буду разбирать тему абьюзивных отношений. Личные границы, абьюз, агрессоры, спасатели, жертвы. Буду это разъяснять с абсолютно разных сторон. Из позиции психотерапии, из позиции биохимических процессов. Поэтому, если у вас есть такое желание, пожалуйста, регистрируйтесь на программу. Я настоятельно рекомендую прослушать все 5 тем, каждая из которых длится в районе 1,5 часов. Иногда мы редко доходим до 2, но 1,5 часа на это время нужно рассчитывать. Рабочая тетрадочка, ваше внимание, напоминание поставить себе, чтобы вас никто не отвлекал. Ссылка у меня находится в описании в шапке профиля. Поэтому переходите. Программа называется «Я такая одна, удобная или уникальная». Регистрируйтесь, и в понедельник, 18 числа, мы стартуем. Получите мега мощный материал, мега мощную информацию. Потом уже будете думать, что вам делать дальше. Рядом с другими мужчинами чувствую себя абсолютно расслабленно. А с тем мужчиной, который мне нравится, зажатый и нервничаю. Как проработать? Нужно понимать вообще, почему вы зажаты и нервничаете. Так от балды и не ляпнешь, и не скажешь. Угу. Так. Секунду. Что делать, если постоянно нужно внимание со стороны молодого человека? Надо разобраться, почему у вас повышенная потребность во внимании молодого человека. Если это вызвано тем, что он отстранен и вы редко видитесь, тогда все абсолютно нормально. Если это вызвано тем, что вы ненасытно нуждаетесь в повышенном внимании, вопросов к молодому человеку вообще нет, нужно говорить о вашей детской позиции. Да, то есть вы идете в отношения не как зрелая личность, способная быть в контакте, а как личность, которая нуждается в том, чтобы ей помогли избавиться от страхов, одиночества, неуверенности, недолюбленности. То есть это внутренняя пустота. Когда женщина, девушка, мужчина приходит в отношения к партнеру своему с внутренней пустотой, то мы не выстраиваем сотрудничество в отношениях, а превращаем их в донорские отношения. Когда одна сторона заполняет внутреннюю пустоту другого, тот другой не может насытиться, потому что там бездонная дырка, и возникает конфликт. Постепенно тот, кто отдает постоянно, истощается и начинает воспринимать партнера как токсичного человека, сваливает от него, избегает, начинает изменять, то есть делает все возможное, чтобы не соприкоснуться в обмене энергии, потому что он отдает, а ему ничего взамен не дают.
Другая сторона, чувствуя, что мужчина начинает дистанцироваться, либо женщина, наоборот, еще более настойчиво начинает требовать чувственности, эмоциональности и любви. И получается что? Получается взрыв. В какой-то момент это все заканчивается. Потом с еще большей пустотой женщина идет в новые отношения. А мужчина, который пострадал в таких отношениях, например, идет с недоверием в другие отношения. И там, где он встречает уже полноценную личность, он уже начинает сдерживаться, не додавать любви, думая, что и здесь не оценят. И начинается самый настоящий бардак. Поэтому я вам настоятельно рекомендую также мою программу всю прослушать. Ничего платить не надо, никуда ездить не надо. Интернет включили, переходим по ссылке и регистрируемся. И рекомендую это сделать, потому что если вы не хотите расстаться со своим парнем, над собой надо поработать. Почему столько ненасытных женщин постоянно требуют? Виталий спрашивает. Вот сейчас я объяснил, Виталий, почему. Не только женщин, мужчин таких очень много. Я приведу пример. Есть мужчины, которые нуждаются в большом женском внимании, чтобы у него было много женщин. Вот, чтобы у него там была любовница, 1, 2, 3, 5. Он не может быть в контакте с одной женщиной. А это ему невыгодно. Невыгодно его психике. Он не готов там создавать семью, например. Но если даже и создает, то все равно в любом случае ведет себя не совсем соответствующе. И с этим тоже нужно разбираться. Причины могут быть абсолютно разными. Ну а то, что армия женщин, которые себя не любят и не ценят, и идут в отношения, не будучи не готовыми к этим отношениям, много, это действительно, ну, как бы уже неоспоримый факт. Начали слушать ваши лекции, разбираемся в отношениях, колбасит обоих. Оказывается, очень сложно все происходит, тяжелая работа. Ну, смотрите, Елизабет вас зовут, Елизабета. Здесь ситуация какая? Когда у вас что-то болит, какая-то ранка, если начать ее ковырять, то, безусловно, будет больно. Когда мы идем в работу над собой, это тоже соприкосновение с травмами. Начинается ломка, вытеснение, агрессия, отрицание. То есть вы проходите абсолютно разные этапы. И каждый раз, когда вы сталкиваетесь с тем, что вам доставляет дискомфорт в работе над собой, вы должны понимать, что если я дискомфорт испытываю, значит я двигаюсь в нужном направлении. Но важный момент, дискомфорт не должен быть затяжным. То есть да, вы где-то понимаете, осознаете, где-то колбасит, но эта ситуация постепенно нормализуется, восстанавливается, и вы себя чувствуете хорошо. Вот. Поэтому нужно дальше продолжать. Почему парень не женится, если 3 года вместе? А зачем ему на вас жениться? Зачем парню жениться на вас, если он и так получает все то, что он получит, будучи вашим мужем? Какое уникальное предложение вы ему сделали? Можно такой вопрос задать? Можно. Сама женщина есть уникальное предложение. Но ошибка ваша в том, что вы себя подаете не как уникальное предложение, а как масс-маркетовское предложение. Такой ширпотреб. Это звучит обидно, да, безусловно. Но когда женщина идет в отношения с мужчиной, который не готов за нее взять ответственность, она идет на самоубийство, на саморазрушение, на самоликвидацию. И я, возможно, сейчас скажу достаточно такую страшную вещь, да? Но даже женщины, которые соглашаются спать с мужчиной за деньги, и то соглашаются спать с ним с долей его ответственности. То есть она не спит с ним просто так. Она берет за это деньги, оценивая себя, свое время, свои желания, сопоставляя со своей готовностью. А тут вы идете в отношения с мужчиной, с парнем, который заявляет о чувствах, который говорит о том, что он хочет быть с вами, но при этом не готов нести ответственность. Ведь само заключение союза семейного на чувства никак не влияет.
То есть то, что мужчина на вас женится, там ваши чувства не поменяются в моменте. Почему? Потому что когда создается семья, там два зрелых человека создают почву, чтобы там появлялись те самые чувства, эмоции, страсть, переходят из этапа отношений в другой этап отношений. А когда вы встречаетесь, и вся коммуникация осуществляется исключительно на удовлетворении своих базовых потребностей, секс, еда, сон и проведя какое-то совместное времяпрепровождение, все. На этом же уровне удовлетворения базовых потребностей вы и останетесь. Почему? Потому что мужчина, который не хочет жениться на своей женщине, он демонстрирует свою вообще неготовность двигаться вперед. Он удовлетворяет исключительно себя. Только себя. А вот когда мужчина женится, еще раз повторюсь, он это делает не для того, чтобы в первую очередь усилить чувства. Они там будут усиливаться, если люди работают над собой. Он демонстрирует, что это моя женщина. Вот у нее есть колечко на руке. На нее никто больше не может претендовать. Несу ответственность за нее я. Она часть моей родовой системы. Она мать моих детей. Ответственность за нее и за детей я несу на себе. Как у вас там будут складываться отношения в плане распределения финансов и ответственности, это уже ваше личное дело. Но то, что женщина не может чувствовать себя стабильно, не понимая, кто она для мужчины, это тоже мы не можем исключать. Только когда женщина осознает, кто она для мужчины, тогда у нее есть четкое понимание и предположение, и догадки, как действовать дальше. Так устроена женская психика. У мужчин все по-другому. Нам комфортно и в сожительстве, нам можно и не жениться. То есть с точки зрения мужского восприятия сожительства это абсолютный рай для мужчины. С минимальной степенью ответственности получать максимальные привилегии. Марк, можно ли объективно оценить мужчину по первому свиданию? Очень сложно. Очень сложно оценить мужчину по первому свиданию, если только он себя там, конечно, не вел как какой-то истероид. Либо человек с явно выраженной шизофренией. Да, там, не пердел, не сидел за столом, ни отрыжки громкие не делал, не бросался в людей салфетками, и слюни у него не текли по бороде в салат ваш, причем не в свой, а в ваш. Если он ясно выражается, и это все это достаточно, чтобы перейти там, к следующей встрече. Но тут важный момент, на который также нужно обратить внимание. Мы по-разному воспитаны. И это разное воспитание и разные этапы психосексуального развития мальчики проживали по-разному. Есть мужчины, которые в состоянии глубокой симпатии к женщине ведут себя немножко с такой дебильцой на лице. Могут какую-то чушь нести, растерянными быть. В общем, им нужно адаптироваться. И вдруг перед вами сидит действительно нормальный абсолютно человек, но для него адаптация в общении с вами требует определенного времени, ну хотя бы там нескольких встреч, чтобы у него уже кортизол не бомбил там и адреналин, и сердце спокойно работало. Ну, как бы это очень важно. Это очень важно. Я все-таки сторонник того, чтобы женщина оценивала мужчину не по первой встрече, а оценивала его в разных проявлениях. Именно для этого я рекомендую девушкам и мужчинам в том числе, это тоже важно, и для мужчины важно, общаться в разных жизненных ситуациях. Как обычно мужчины и женщины общаются. Встретились, сходили в кинотеатр, встретились, пошли в ресторан, встретились, погуляли по парку, позанимались сексом. На выставку сходили. А вот когда мужчина и женщина узнают друг друга в различных обстоятельствах, совместное дело какое-то, поездка, трудность какая-то, пусть это будет даже искусственная трудность, там, я не знаю, квест какой-то, все что угодно. Посмотрите на мужчину, на женщину, как они себя ведут в стрессовые ситуации. Это все очень важно. Потому что, когда мы переходим на этап уже серьезных отношений таких, да, как называют их люди, жить начинаете вместе, женитесь, оказывается, что вы недовольны тем, как ваш мужчина выражает свое мнение, когда он раздражен. Раньше вы не знали, что он бьет головой
своей в шкаф и ломает мебель, а теперь знаете об этом, потому что мебель нужно новую покупать. А мужчина мог не догадываться, например, что у него женщина-истеричка, которая не умеет разговаривать, обсуждая проблему, а хватается за тарелки и бросает в сторону лица мужского. Либо говорит не нравится, пошел нахер, не отвечая даже на вопрос толком. Понимаете? И это очень, как вам сказать, это очень важно и ответственно. Это очень важно и ответственно. Правильно входить в отношения, знакомиться по-разному, с разных сторон, смотреть на мужчину, на женщину. Если у мужчины дебильный смех, это о чем говорит? Ну, надо еще разобраться, где дебильный смех. Я, знаете, разные смехи слышал в своей жизни. Есть, конечно, смешные. Я не знаю просто, как звучит дебильный смех. Нет, предполагаю, знаете, когда человек орет как ненормальный. То есть определенная культура коммуникации с людьми, там, в обществе, еще где-то. Поэтому надо понять, что значит дебильный. Так. Человек после нескольких серьезных отношений мог осознать проблему и измениться. Он говорит, что понял, но иногда проявление есть. Парень очень ревнив и любит полный контроль. Ну, послушайте. Вот давайте мы будем делать так. Вы покупаете автомобиль. Да? Там есть в этом автомобиле базовая комплектация. Определенная комплектация. Ну, например, там есть подогрев сидений, там есть подогрев руля. И когда вы зимой туда садитесь, вы включаете его, и вам в попочку тепло и в ручке. А теперь представьте, что у вас автомобиль без подогрева сидений и без подогрева руля. Вы выходите зимой, садитесь в машину, и у вас мерзнет ваша попа и мерзнут руки. Как вы думаете, если, например, вы побегаете вокруг этой машины, либо машина постоит в специальном каком-то гараже, или вы покрасите ее, или, например, приделаете тонировку, или поставите на багажник спойлер, у нее начнут нагреваться сиденье и руль? Нет, для того, чтобы это произошло, туда должен вмешаться специалист и добавить эту опцию. У каждого человека есть к определенному возрасту уже устоявшееся мировосприятие, стратегии поведения, сформировавшаяся психика, в рамках которой человек за небольшими изменениями может действовать. То есть он не способен прыгнуть дальше своей нейронной сети. Чтобы это произошло, там должна быть расширена нейронная сеть, то есть развита нейронная шкала. Это может произойти только лишь, если человек идет в целенаправленное саморазвитие, работу над собой при помощи определенного инструментария, либо он это делает с человеком, который ему помогает в этом, то есть помогает ему развить в себе определенные опции. Когда человек принимает решение и говорит, что я поработал над собой, вернее, я изменился, то есть я подумал и вроде бы как изменился, это все история для наивных женщин и для наивных мужчин. Человек, задавать нужно вопросы, за счет чего ты сделал такие выводы, как ты теперь, допустим, вот конкретно ваша ситуация. Парень очень ревнивый, запрещает вам, я не знаю, там, заходить в социальные сети. И у вас на этой почве были часто скандалы. Просто из-за того, что вы сидите в социальных сетях. Он приходит вам и говорит, спустя время, год вы не общались, он вернулся и говорит, я все понял, осознал, я больше таким не буду. Конкретный вопрос. Я нахожусь в социальных сетях. Как ты планируешь на это реагировать? Мне теперь все равно, сидишь ты в социальных сетях или нет. Я понял, что это твое личное пространство. Я поработал с психологом, мы все это расставили на свои места. Вообще вопросов к тебе не имею. Молодец, хорошо. А ты знаешь, я тоже над собой работала и поняла, что была не права в том, что ты когда опаздывал с работы домой, я тебе устраивала истерики. Вместо того, чтобы учить, там, встречать тебя с улыбкой. Он такой, ой, как классно. Как ты это поняла? Ну вот я общалась тоже, там, ходила в психотерапию.
То есть конкретные изменения, есть конкретные факты. А когда человек «я понял и осознал», это то же самое, что на заборе написать. «Маша, я тебя люблю», там, «Галя, я тебя люблю». Как угодно. То, что ты на заборе пишешь, что я подходить забор лизать этот. А поступки и действия? Поступки и действия где? Поэтому задача обсуждать все. Есть составляющая отношений. Это когда одна из составляющих отношений – это диалог, осознанный между двумя партнерами. Когда они при наличии определенной проблематики неудовлетворенности могут без истерик, криков донести партнеру важность своих ценностей, а партнер другому партнеру важность своих ценностей. И на фоне вот этой важности и способности говорить люди договариваются. Не с целью доказать «я прав», «ты должна согласиться со мной», либо «я с тобой». Для чего? Мы же не пришли в отношения друг с другом, чтобы делать больно, чтобы самоутверждаться, возвышаться. Какой в этом смысл? Тогда нужно идти в какие-то другие отношения. Так, сейчас, секунду. Вопросы. Если мужчина говорит, что я не буду работать, что он сможет обеспечивать семью. Главное, чтобы я была рядом, выполняла дела по дому, которые женщина должна. Не значит целыми днями стоять возле плиты. Ну вот это нужно важное понятие осознать. Что значит выполняла домашние обязанности? По большому счету, давайте будем честными. Никаких домашних обязанностей не существует. Не существует никаких мужских обязанностей, никаких женских обязанностей. Существует определенная степень ответственности и желание. То есть, я не обязан свою жену содержать. Я это делаю, я ее не содержу, она и так сама работает, зарабатывает приличные деньги. Ну, к примеру, да, то есть я отдаю своей жене деньги не потому, что я должен, потому что я люблю ее. Она мне не должна готовить еду. Нет такого понятия «ты обязана мне готовить». Она это делает, потому что она любит меня. Понимаете? Нет понимания «мы должны». Вот когда люди к этому подойдут, к пониманию этого, не будет разговоров со стороны мужчин в адрес женщины. Ты меркантильная, ты такая, ты сякая. Это такая, знаете, достаточно умалишенная заявка и утверждение. Когда мужчина кричит про какую-то меркантильность женскую в отношениях. Ты выбрал женщину по каким критериям? Чтобы экономить на ней или как? Или ты выбрал для себя подстать себе и делишься с ней своими достижениями, потому что ты ее любишь. Не потому что ты обязан это делать. А она заботится о тебе, готовит тебе котлетки, пюрешечку делает, огурчик соленый нарезает тебе. Пока ты в душе, она тебе бутерброды намазала, как мне сегодня моя любимая. Для чего это все? Потому что она любит, потому что она переживает. Ей хочется, чтобы ты чувствовал себя, чувствовал в себе, на себе проявление ее любви. И это нормально. Поэтому, если ваш мужчина вам предлагает зрелые отношения, там, где вы не работаете, это, естественно, прекрасно. А вот если вам предлагают сидеть целыми днями у плиты, и при этом постоянные претензии, почему у тебя здесь котлетка не дожарена, а здесь пыль, а почему там не убрано, а почему еще что-то. Смысл таких отношений? Это не отношения. Это попытка одного человека убедиться в своей значимости за счет подавления другого человека. Это невротики. Невротики. Так. Секунду. Там был вопрос, девушка задавала, что прошла мою программу «Я женщина».
ушла от абьюзера, он сейчас смотрит социальные сети. Это абсолютно нормальная история. Абсолютно. Я вам объясню почему. Когда абьюзер расстается с бывшей жертвой, внимание, ключевое слово бывшая жертва, сейчас вы уже не жертва, что он делает? Ему очень важно убедиться в том, что у нее все хреново. И когда он обнаруживает, что у нее все хорошо, ему становится хреново, и он начинает подумывать над тем, как бы вернуть все на круги своя. Вновь вмешаться в энергетический обмен такой. Ну, энергетически можно воспринимать как метафору, да, или аллегорически, например, подходить к этому. Но хочет опять пользоваться ресурсами, женственностью вашей, красотой, вниманием, вашим временем. Где встретить успешного мужчину? Встречный вопрос, зачем вы ему нужны? Это без обид, просто вопрос абсолютно логичный. Зачем вы успешному мужчине? Что он получит после встречи с вами? Вы считаете, что у успешного мужчины все плохо в жизни, и ему не хватает именно вас? То есть у него есть уже собранный пазл, и там не хватает одной маленькой детальки. Это деталька вы. Здесь важно понять, какое место эта деталь будет занимать. Где-то в уголочке или в серединке. И что у него поменяется? В какую сторону? В лучшую или в худшую? Ну, чего у мужчины успешного нет? Еды вкусной, домашней, уюта, все у него есть. Ему за деньги уют создадут и домашнюю еду. Чего у него нет? Подзавис эфир. Ничего. Мужчина не живет с женой год. Мы встречаемся полгода. Сказал, что подаст на развод. Дал срок месяц. Мне подождать, пока идет процесс, или абстрагироваться, пока не разведется. Боюсь влюбиться. Мария, ну здесь, конечно, более благоразумно подождать, пока он разведется. Но я же часто вот говорю женщинам, когда вы расстаетесь с мужчиной, не надо идти в новые отношения. Хотя бы годик побудьте в терапии. Ну ладно, хорошо, не год, ну полгода в терапии побудьте. Полгода поработайте над собой. К мужчинам это тоже относится. Вы что думаете, если мужик из одних отношений выбежал и бежит в другие, то там будет счастье стопроцентное? Нет, не будет. Там будут разборки. Как снова верить в любовь после долгих неудачных отношений? Кристина, я вам расскажу. У меня в шапке профиля есть ссылочка. Переходите ко мне на страничку в Инстаграм. Там написано Марк Бартон, психолог, телеведущий, муж, отец. Ниже ссылочка. Нажимаете на нее. Обнаруживаете бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Регистрируйтесь. И с понедельника, 18 июля, смотрите все 5 вебинаров. Я вам не то что даю 100%, я вам даю 150% гарантии, что к концу последнего вебинара вы поймете конкретно, что вам необходимо делать, чтобы вы были вновь счастливы. А если девушка хочет побыть одна, но говорит, что все устраивает? Сурик спрашивает. Смотрите, Сурен вас зовут, я так понимаю. Сурик, Сурен, наверное, Сурен. У каждого человека есть границы личного пространства. Есть люди, которые способны быть в коммуникации 24/7. У них это получается, они могут быть в контакте нормальным, осознанным. Есть люди, которые не могут быть в контакте даже с любимым человеком 24/7. И им иногда необходимо время, чтобы перезагрузиться, наполнить себя ресурсами и вновь соединиться со своим партнером. И такие люди есть. К большому сожалению, иногда мужчины и женщины этого не понимают, воспринимая желание партнера побыть наедине с тобой как нежелание быть рядом, как нелюбовь, как попытку избежать, как попытку, там, я не знаю, спрятаться от чувств или поставить точку в отношениях. Нет. Это может часто говорить о том, что человеку нужно пойти в свои личные увлечения, интересы,
потому что там очень много ресурсных состояний. Я приведу такой пример. Есть женщины, которых, в принципе, устраивает семейная жизнь. Их устраивает быть на кухне и в доме 24/7. Они в этом для себя находят много ресурса. И не страдают и не мучаются. Успевают быть и красивыми, и сексуальными, и с котлетами, и с пирогами, и с занавесками отутюженными. У них так получается. Их ресурс там. Есть другая категория женщин. Эти женщины, например, для них важно встретиться с подружкой, просто ни о чем поговорить, посплетничать и обсудить новые сумки. Либо обсудить какой-то, не знаю, там, фильм. На первый взгляд, нам, как мужчинам, это может показаться полной дурью. Как можно встречаться и ни о чем болтать? У женщин немножко все по-другому. Это же индикатор очень хороший. Когда встречаются две подруги и рассказывают друг другу, что у них все прекрасно и хорошо, хорошо в отношениях, хорошо в постели, хорошо в отдыхе, хорошо в работе, везде хорошо, то они наполняют друг друга, заряжают друг друга. И такая женщина возвращается к своему мужчине в офигенно наполненном состоянии. Вот ей важно поехать там раз в неделю потанцевать. Ну, я не говорю сейчас про ночной клуб, где половина обдолбанных, обнюханных мужиков стоят возле барной стойки и с дебильцой на лице думают, как кого трахнуть побыстрее. Да и с наименьшими финансовыми затратами. Вот, и энергетическими. Не про это. Он находится, занимается танцами, она рисует, ходит на какие-то лекции. Это нормально. Равно как и мужчина, который тоже имеет право на какие-то свои плюшки, на свои какие-то увлечения. Когда мы отказываемся ради своих партнеров от собственного развития и ресурсных состояний, мы потом бессознательно наказываем их агрессией партнеров своих, нелюбовью, раздражительностью и вносим в отношения абсолютный дискомфорт. Когда мы даем возможность побыть собой, ведь мы встречаемся не для того, чтобы перестать быть собой, а наоборот. Мы встречаемся друг с другом и начинаем отношения, чтобы каждый из нас мог быть собой. Это золотая истина любых отношений. Я могу быть собой рядом с тобой, равно как и ты можешь быть собой рядом со мной. Это называется идеальный союз, когда никто не должен ни перед кем выпендриваться, доказывать что-то, заслуживать что-то. Это абсолютно нормально. Когда я могу быть, вот я Марк, я такой, какой я есть, со своими привычками, плюсами, минусами, я могу быть рядом со своей женщиной вот таким, а она может быть собой. Это не говорит о том, что подобное дается просто так. Даже когда такая формула есть в голове, ее нужно научиться применять в жизни. И это труд своего рода, ну не труд, а работа над собой. Так. Мужчина постоянно уходит из дома к маме и друзьям, возвращается поздно, в 23. Это норм, не хочет проводить время со мной. Но для вас же это не норм. Вы же этот вопрос написали. Значит, для вас это ненормально. Для него это нормально, для вас ненормально. Выход какой? Вот если ваш мужчина не созрел для отношений, ему комфортно рядом с мамочкой и комфортно рядом с друзьями, но к вам он не торопится. Ему это не нужно, ему это не интересно. Значит, его все устраивает, а вас не устраивает. Тогда вы должны принимать решения, которые будут соответствовать вашему запросу на жизнь. Вот и все. Вот и все. Я же только что ответил, как вести себя, когда мужчина хочет побыть в одиночестве. Вот так и дайте возможность побыть в одиночестве, если ему это важно. Привет тебе, мой друг из Флоренции, Дима, дорогой мой. Хватит дразниться. И так ваши сторис смотрю, там слюной истекаю. Прошутто, вино, дынька, там все дела. Флоренция — это
самый мой любимый город. Ну, на одном месте с Римом стоит, конечно. Ну, вот. Мы с Настенькой там любим бывать. Ну, вот. Рекомендую, там ресторан очень классный. Мега-супер крутой. Дима, запомни. Называется Бука Марио. Находится во Флоренции, недалеко, господи, забыл эту улицу. Неважно, забиваешь в поисковик Бука Марио. Мишленовский ресторан с невероятной кухней и с большими порциями, что очень важно для таких больших мужиков, как мы. Потому что обычно в мишленовских ресторанах подают вот такую тарелку, а там вот такая вот соплюха лежит и разукрашено все это, гжель. Гжель этот, значит. В Бука Марио все не так. Находится в невероятно скромном месте, в подвальчике таком. Очень аутентичное такое заведение. Невероятно вкусно. Дауд, дорогой мой, братское сердце, привет. Верю, что ты уже поправился, все хорошо у тебя. Поэтому, Дима, сходи туда обязательно. Но не один, я имею в виду, с женой, с Ольгой. С Ольгой сходите обязательно. Мужчина говорит на то, что девушек, если что-то не хочешь изменить, то начни с себя. Не понял вопрос. Так. Встречаюсь с мужчиной старше себя, прощаю, стесняетесь деньги у него просить. У меня был такой случай. Пишет мне девушка одна. Говорит: Марк, здравствуйте. Я не знаю, как попросить у своего мужчины деньги. Вот. И вот прям даже не предполагаю, как это сделать. Есть ли какая-то методика, как просить деньги? Ну, в общем, мы как-то пообщались с ней. И все закончилось тем, что она говорит: я попробую, в общем, с ним там как-то найти общий язык. Мороз на улице, минус 30 градусов. Они собираются выходить из дома, она надевает на себя легкую кожаную курточку, мини-юбку и туфли на шпильке. Он на нее смотрит с выпученными глазами и говорит: ты сумасшедшая? Ты как оделась? Ты же замерзнешь. Ты видела, сколько на улице градусов? Я тебя так не выпущу. А она с такими выпученными глазками, с лицом, как у кота из Шрека, говорит: ну просто мне нечего одеть, а просить у тебя неудобно. В этот момент мужчина начал немножко нервничать и прям разозлился. Говорит: да как ты могла? Почему так произошло? Если бы она подошла к нему и сказала: купи мне там пуховик кожаный и теплые сапожки. Мужчина в этом случае себя не чувствует героем. Когда женщина просит у мужчины деньги на подарки, там, на расходы, с позиции, где он себя почувствует важным, нужным и значимым, либо он чувствует, что он решает какую-то значимую проблему, ну, там совсем другое отношение. Это если мы говорим про мужчину. Одна девушка мне тоже писала, что я однажды при своем молодом человеке открыла дверь и вышла голая в подъезд. Вышла я так, потому что он мне никогда ни на что не дает деньги. И сказала: буду ходить сейчас по подъезду, пока ты мне не переведешь деньги на карточку. Он в этом случае, он захлопнул дверь и сказал: да иди ходи. Вот. Многое от мужчины зависит еще. Есть люди, которые не могут быть щедрыми. Понимаете? Это раз. Во-вторых, когда я слышу от женщины вопрос, как попросить у мужчины деньги, для меня это кажется странным, потому что если женщина вошла в отношения с мужчиной в аутентичном для себя состоянии, то есть в состоянии зрелой самооценки, любви к себе, то есть она показывает мужчине, какой она пришла в отношения, и он же понимает прекрасно, что другую женщину ему не надо, как бы она такой должна и оставаться. Тогда вопросов даже не возникает. Мужчина сам хочет ее баловать и радовать. Здесь от двоих зависит, и от мужчины, и от женщины.
Есть мужчины, которые готовы давать женщине деньги, а она как бы и не хочется давать. Ну, просто не хочется. Зачем так позориться? Ну, понятно, что зачем голые ходить. Как понять, что любишь человека? А что вы вкладываете в понятие «любовь»? Вот от этого нужно и плясать. Муж изменяет около 5 лет, выгоняла, возвращается. Отношения с семьей очень хорошие, меняться не хочет, просит подождать, когда сам себе... Ой, два невротика, вот правда. Вот читаю такие сообщения, хочется ржать. Ну честно, простите меня. 5 лет изменяет, выгоняя не уходит, дай разобраться в себе. Психосексуально недоразвитый чувак с расшатанной психикой и сексуальностью. И женщина-жертва. Просто идеальный союз. Идеальнейший союз. Одна сидит дома, ей 5 лет там рога наставляют, и выгоняя, и возвращается, Господи. Обнаружили для себя оба там уже вторичные выгоды. Да вы сидите дальше, еще 10 лет, 20. Разобраться дай в себе. Так, знаете, как он разбирается? Я вам расскажу. Рядом с вами можно быть любым. Об вас можно вытирать ноги. С вами можно быть в сходских отношениях. Вы все простите. Вы все простите. Зато с другими женщинами он герой. Он же не рассказывает о своих недостатках. Он приходит к этим женщинам, с которыми изменяет. Снимает с них белье, раздевается, ложится, целует, обнимает. Рассказывает им истории, какой он великий. Вы это все терпите. Терпите дальше. Терпите дальше. Тур для дур. Эта история называется. Не обижайтесь на меня. Я это говорю с абсолютной любовью к людям. Ну как так можно? Как так можно? Идите вперед на программу ко мне бесплатную. И займитесь собой. Пока ваш ходок не принес вам какую-то болячку домой. Мужик пропадает, потом объявляется, объяснив это тем, что много проблем. Когда говорю за расставание, слезно просит этого не делать, клянется в любви. Виктория, ну вы кому верите? Когда мужчина любит женщину, он всегда найдет возможность позвонить ей хотя бы раз в день. Либо предупредить ее, сказать: любимая, ты знаешь, я буду сегодня очень занят, поэтому не буду тебе писать в течение дня. Напишу немного позже. Напишу немного позже. Вот и все. А когда он пропадает на какое-то неопределенное время, где он, что он с ним, непонятно, потом приходит. Ну, если вам такое нравится, пожалуйста. Как на программу бесплатную перейти. В шапке профиля ссылка у меня есть. Заходите ко мне на страничку Instagram Марк Бартон, ниже есть ссылочка. Нажимаете на нее и переходите на программу «Я такая одна, удобная или уникальная». Так. Марк, здравствуйте. Заказала вашу книгу. Очень жду, когда она придет. Хочется скорее прочитать. Ну да, будет приятно читать ее. И вот этот вопрос мне девушки пишут. Мы живем в 21 веке. Вы всегда найдете возможность найти все, что угодно в интернете, правда? Если вам понадобится. Почему сложно договорить? Девушки пишут в директ, где заказать вашу книгу? Да вбейте вы купить книгу, девочка, девушка, женщина, в поисковик любой. И вам выдаст. Нет, надо написать. Мужчина общается с бывшей, у них общий ребенок, дает деньги на ребенка, но при этом постоянно общается по любому поводу или просит денег. Я резко реагирую, скандалит несколько раз, как вести себя. Но если это общение основано на взаимодействии с ребенком,
образование его, самочувствие, здоровье, развитие, приобретение чего-либо, отдых. Неважно, что это. Чего нервничать, напрягаться? Чего нервничать и напрягаться? Если же ребенок это отговорка, а там просто тянет общаться с женщиной, это совсем другая ситуация. Ага. У меня есть книга, могу продать. Очень. Понятно. Так, мне хорошо становится одной. Не хочу отношений. Это вообще нормально? Минск, мэрия. Если вы не обманываете себя, и вы действительно наслаждаетесь собой, абсолютная норма. Ну что? Есть люди, которые вообще не хотят отношений. Это их личный выбор. Вот. Так, если мужчина общается с бывшей, она инициатор, он не хочет с ней портить отношения. Да они уже испортили отношения, они уже бывшие. Они и расстались, потому что у них отношения испортились. Чего вы слушаете эту чушь? Не хочу с ней портить отношения. У него там сперма заморожена, что ли, его в морозилке у нее лежит. А он теперь сам не может, бесплодным стал. И теперь он не хочет портить отношения, чтобы она его сперму не закипятила. Что за чушь? Не хочу портить отношения. А так они уже испортились давно. О чем общаться можно? С бывшим. С бывшей. Мы друзья, так дружи со своей женщиной. Ага. Так. Сообщения в директе я не читаю. Есть для этого специальные люди. Сообщения в директ приходят сотнями каждый день. Сотнями. Если я буду отвечать на вопросы в директ, мой день превратится в ад. Я буду истощен, высосан и малоэффективен. А я себе такого позволить не могу. Поэтому в директ отвечают мои помощники. И я даже в курсе, что иногда они могут кому-то ответить прямолинейно и не совсем так, как им нравится. Где-то даже прибегнув к матам. Что есть такие очень назойливые люди, пока их не пошлешь, они не поймут ничего. Я говорю, хейтеры разные. Как вести с достойным мужчиной, чтобы не надоесть? Но баланс должен быть во всем. И идти в развитие, развиваться, работать над собой, открывать в себе новые грани, для того, чтобы мужчина их тоже замечал. Не претендовать на его свободу, не ограничивать ее, не пытаться его сделать подкаблучником, кастрировать его психологически. Это самая распространенная стратегия поведения неуверенных в себе женщин. Я не про вас сейчас говорю конкретно, в общем. Женщины с низкой самооценкой, неуверенные в себе, невротички, у которых есть опыт невротических отношений. Что они делают? Все мечтают об успешном мужчине. Даже не догадываются, что их невротический склад ума не подразумевает взаимодействие с успешным мужчиной. С додиком каким-то, да. С алкашом, наркоманом, абьюзером, альфонсом, безработным, маменькиным сыночком вообще легко. А мечтает о достойном мужчине. Он появляется, и она осуществляет попытки отрезать ему яйца. Почему? Он же супер достойный, правда? Он же супер классный, значит, он интересен другим.
А чтобы он не был другим интересен, надо его сделать неинтересным другим. Превратить его из перспективного, сильного мужчину в лоха, неудачника, с истощенной психикой, с уничтоженной нервной системой, чтобы он больше никому интересен не был, чтобы он сбухался, чтобы был только мой. Чтобы был только мой. Поэтому, прежде чем мечтать, кстати, у меня тоже на программе «Удобно или уникально» есть отдельный вебинар «Как выйти замуж за достойного мужчину». Я там подробно об этом говорю. Поэтому, прежде чем мечтать о достойном мужчине, нужно задуматься над тем, как бы его не спугнуть, когда он появится в вашей жизни. Я вам объясню, почему. Мужчина очень трепетно, успешно относится к своему времени, к своим привычкам. Я не говорю сейчас там про деструктивные привычки. То есть для мужчины это очень важно. Когда он встречает женщину, рядом с которой он может дальше быть сильным, уверенным в себе, идти вперед, это одно. А когда он встречает: ты мне не позвонил, мы третий день не видимся, мы то, мы пятое, он думает: господи, у меня еще мало проблем, головной боли было, еще ты здесь. Он с такой женщиной не будет коммуницировать. Двенадцатилетний сын спит с отцом постоянно. Ну, тут надо понимать еще, что там их сближает, не сближает. Надо разбираться, правда. Вот если бы они в окопе спали вдвоем, вопроса вообще бы не было. Либо в цеху сталелитейном, под станком, вообще вопросов бы не было. Чего они спят в одной кровати при наличии других кроватей, надо разбираться. Когда смотрим кино, мой парень постоянно комментирует: какие красивые женщины. Как это? Ну, тут начните комментировать, какие мужчины красивые. Вау! Вот это чувак! Какая тачка у него? Интересно, сколько он зарабатывает? О! Вы же понимаете, что мужчина это делает не от того, что он умный, а наоборот. Наоборот. То есть это способ выйти на контакт с вами, задеть вас каким-то образом. Угу. Ну это правда, это правда. Если мужчина пишет один раз в день сухо, но при встрече обходительный, хороший, мы только недавно познакомились, это норма, что он может очень редко и очень сухо писать. Юлия, люди разные. Чего вы хотите? Вы только познакомились. Вы хотите, чтобы он вам там уси-пуси? Я наоборот женщинам говорю: остерегайтесь вот этих вот лириков влюбленных. Стихи вам пишут там: ты знаешь, я сегодня проснулся среди ночи. Светила луна. Когда я подошел к окну и закурил сигарету, я подумал: а может быть и ты не спишь и смотришь на эту же луну. И получается, что два человека, которые не спят ночью, вместе смотрят на одну и ту же луну. И где-то там вдалеке на серебряной поверхности отражается их взгляд. От того, что мы крутимся, а не стоим на месте, наши взгляды пересекаются. Я не стал тебе писать и звонить. Может быть, я ошибаюсь, ты наоборот спишь, а я тебя разбужу. Твой сон очень важен для меня. И вот эта вот вся лепета, понимаете, что он там по осенней росе ходит босиком и вспоминает твои слезы счастья. Это все должно наводить женщину на мысль: что-то не то, что-то не то. Я не исключаю, что есть мужчины творческие, романтичные, они это делают не потому, что это единственный способ произвести впечатление, потому что это склад его ума и жизни, он такой творческий. А если он такой, знаете, сидит, вот это такой типаж мужчин, они ни хера не делают, то есть они ни к чему не стремятся в жизни. У них нет стабильности, у них проблемы с деньгами, они вечно с какими-то проблемами в какой-то жопе сидят, они себя не могут обеспечить. Но вот пора ехать по ушам женщине, вот этой лирикой невротической, они вообще очень рады, очень рады.
пофилософствовать, поговорить о жестокости мира, о том, что люди перевелись, что все в этом мире теперь не так, отправить вам открытку, сделанную собственными руками. Понимаете? А вы ведетесь на это. Он мне стихи пишет, он мне стихи пишет. Вон, Есенин, блин, красивые стихи писал, женщин трахал, венерическими болячками болел, их заражал. В историю вошел, молодец, и слова красивые, и песни. Ну, гениальный человек, ну, правда? Гениальный невротик. Ну, как правило, все гениальные люди немножко с кукушкой не дружат. Но этот так хоть в историю вошел. А есть же другие-то, они что? Они вас пытаются оболванить, и вы все это слушаете. Вот. Прекрасный, порядочный человек. Очень хорошо ко мне относится. Сейчас. Щедрый, но не чувствую себя с ним женщиной. Дело во мне или в том, что он мне не подходит. Анна. Какой у вас был до этого молодой человек или мужчина? Можете написать? Вот я прошу вас, напишите мне вот сюда в комментарии, какими были ваши отношения прошлые, почему вы расстались. Почему вы расстались? В чем причина? Так часто бывает, что женщина была в несчастливых отношениях, встречает хорошего, где она себя не чувствовала женщиной. Вот. А встречает мужчину хорошего, с которым она себя, где она начинает соприкасаться со своей женской энергией. И все, у нее блок. Да я же не у всех спрашиваю, Господи. У Анны спросил, почему она рассталась с мужчиной. Вы начинаете все отвечать, алкоголизм, пил, бил. Это говорит о чем? О том, что присутствует страх близких отношений, избегающий тип личности, пассивная агрессия. Все, что угодно может быть. И важно с этим работать. Так можно встречать постоянно хороших мужчин и обесценивать их и обнулять. Вот когда у женщины присутствует скрытый страх близких отношений, такой избегающий тип личности, она бессознательно начинает закрываться от мужчин. У нее не пробуждается сексуальная энергия, она не возбуждается с ним, она не хочет его, она начинает ссылаться на то, что у меня нет химии. Нет химии. Вот, видите, вы пишете, брак был несчастливый, 15 лет. За 15 лет вы, скорее всего, и утратили взаимоотношения со своей женственностью, со своим «я». А тут мужчина рядом так и попался. И спешить никуда не нужно. Расставаться не нужно спешить. Посмотрите мой вебинар в понедельник, будет 18 числа. Я там расскажу об этом подробно. Почему есть категория женщин, которые избегают отношений. Встречают мужчину, вроде бы все идет нормально, ей проще его бросить, свалить куда-то. Главное не идти дальше. Почему? Потому что за этим дальше близость. Эмоциональная, психологическая, чувственная. Она невыгодна невротику. Выгодно где быть? Выгодно быть там, где ты встречаешь себе человека, рядом с которым нервничаешь. Это как мужчины часто бывает. Встречают девушку, в которую влюбляются. Она начинает вертихвостить этим мужчиной, бросает его в эмоциональные качели. А мальчики как часто в детстве воспитываются? Ты должен там любовь заслужить, уважение заслужить мамина и папина. При этом родители не до конца даже догоняют, особенно отцы, что изначально это твой ребенок, ты его уже должен уважать. Это часть тебя. Любить его, он не должен этого заслуживать. Уважение, признание, значимости своей. А мы, мужики, вырастаем, встречаем женщину, и если она недоступна, никакой речи о том, что надо ее добиться, мы охотники, вообще не может быть.
То, что мужчина ухаживает красиво за женщиной, это да. Но то, что он должен вылезать из штанов и добиться ее, доказать ей, что я тот самый, это как раз детская программа. И вместо того, чтобы эту энергию тратить на свои достижения, мужчины ее сливают на этих женщин, невротичек. А они боятся в отношения идти. И получается такой не совсем счастливый союз, если он получается. А потом, знаете, как бывает? Мужчина, которому женщина это досталась таким образом, невротическим, он теряет к ней интерес, начинает искать другую, рядом с которой он будет идти на провокации такие. Еще раз повторюсь, не путайтесь с пониманием добиться женщину через ухаживание. То есть добиваться женщину, которая тебе отвечает взаимностью, это норма. А добиваться женщину, которая тобой манипулирует, это уже не совсем норма. Это уже не совсем порядок. Давайте будем заканчивать. Я завтра постараюсь выйти в эфир, хотя не обещаю, послезавтра выйду. Завтра не выйду, послезавтра выйду. Завтра на ваши вопросы поотвечаю в сторис. Жду вас на курсе своем бесплатном. Я такая одна удобная или уникальная. Стартует 18 июля. Поэтому переходите по ссылке в верхней части профиля. Этот эфир я сохраню для того, чтобы вы могли посмотреть его еще раз, если присоединились поздно. Всех вас благодарю, мужчинам жму руку, девушки, любите себя, берегите себя и создавайте в первую очередь отношения счастливые с собой. И идите в отношения друг с другом, когда у вас есть внутренняя полнота личности, вы кайфуете от себя. А потом ищите человека, чтобы поделиться с ним своим кайфом, а не отжать у него чего-то. Всем пока-пока и до встречи.